Господа, вы все прекрасно знаете, насколько положительно я отношусь к технике Samsung, потому что этими смартфонами я пользуюсь, наверное, уже лет 6. Все поколения у меня, в принципе, были. И, естественно, недавно вышло 21 и я, вы все прекрасно знаете из Инстаграма, купил себе S21. Но настоящим флагманом в линейке Galaxy, естественно, является S21 Ultra. Этого могу подтвердить и я, и подтвердить любой техноблогер, который делал обзор на эти штуки. Он обладает самым мощным процессором в линейке, 4 камерами и оптическим зумом до 10 крат, и при этом видео он может снимать аж в 8К. Получившиеся снимки и видео можно детально рассмотреть на экране диагональю 6,8 дюйма с поддержкой 120 герцового режима. И все это питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Благодаря быстрой зарядке его можно зарядить за полчаса более чем на 50%. Кстати, вместе с телефоном Samsung мне прислали вот такой подарок, и таких штук я, честно говоря, раньше еще никогда не видел. Это ультрафиолетовый стерилизатор с функцией беспроводной зарядки, так что теперь телефон у меня будет не только заряжен, но и стерилен. Ну и само собой есть кайфовые плюшки. Прямо сейчас в фирменном магазине Samsung можно купить данный телефон со скидкой в 24 тысячи рублей. Достигается это при помощи, во-первых, скидки в 9 тысяч рублей, это раз, и второе, это дополнительные скидки в 15 тысяч рублей, если вы сдаете свой старый телефон в трейд-ин. Например, вот мой красный S20 или даже вот такой старенький S6 Edge, который мной был куплен еще, если не ошибаюсь, в 2014 или в 2015 году и до сих пор живой, ребята. Так что все подробности акции, как получить скидку в 24 тысячи рублей на Samsung Galaxy S21 Ultra, вы найдете в описании под этим роликом. Дерзайте! Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на наш новый, старый и актуальный проект «В погоне за Lamborghini». Первая серия, господа. И погоня за Lamborghini начинается с энерговооруженности, с того понимания, что же нас будет толкать навстречу, а может быть все-таки и вдогонку Lamborghini, как пойдет. Нас будут толкать вот эти поршня, да? Смотри, ну они круглые, здесь тоже круглые. Видишь, смотри, я уже поршня собрал. Значит, 1/8 погони за Lamborghini у нас, по крайней мере, в кармане. Ну, подходит, неплохо. То есть, в принципе, по рулетке заказанные поршня. Я поцарапал, да, его? Но, в общем, подходит. Значит, если вкратце, с одной стороны, это все тот же УЗ. С другой стороны, благодаря легким рукам и светлой головы Дениса Роше, из Роше Racing, естественно, немножечко самолюбиво, да, мне кажется, это как-то. Ну, что поделать, может себе позволить. Это все превратится уже, по сути, не столько в УЗ, а сколько блок от УЗ, еще пару запчастей от УЗ и много-много-много кастомного. Напомним, что этот двигатель в стоке имеет 280 лошадиных сил, а на выходе, Денис, сколько ты, например, обещаешь для стабильной работы? 286. Спасибо. С бюджетом в 1 000 000 рублей я считаю, что все было по-честному. Если вкратце, то, естественно, сейчас мы разбираем мотор для того, чтобы собрался он уже совершенно новым мотором.
Вообще все это на самом деле должно было произойти чуть меньше года назад, когда мы уже в первый раз сюда к Дэну заехали с целью на самом деле собрать точно такой же мотор. И именно этот мотор мы хотели собрать еще тогда, прошлой весной, а сейчас уже практически февраль 21-го. Но вот эти самые запчасти, которые мы тогда заказали, они шли до... Блин, типа октября. Нет, они летом их еще не было. Да, шпильки что-то. Да, там уже вот последнего чего-то не хватало, прям это был октябрь-ноябрь. Потому что это все американская история. И даже когда произошел локдаун, уже открылся Китай, он вообще быстро открылся, открылась Европа. Все наприходило, но очень много деталей заказано с Америки. А почему именно с Америки, Дэн? Потому что этот мотор, он больше распространен в тюнинге именно в Америке. УЗ. Да, В Америке. А почему? не знаю. То есть я что-то слышал где-то, что чуть ли не наскаровский конфиг какой-то Это, будет. да, был такой мотор, если не ошибаюсь, он назывался LC500 или как-то назывался, надо смотреть. Наскаровский, да, это наскаровская версия 3UZ была, 500-сильная, она была на компрессоре, ну и как бы она была, по сути, не турбирована. Типа ехал, да? Ехала. Так, и, собственно, это некоторые запчасти от него, от этого двигателя. Для того, Только- чтобы собрать такой мотор. Только вместо компрессора у нас будет Турбина. ведро. Ну, там ведерко маленького, с маленькой турбиной такая. Ну так а проектная мощность-то какая, как ты думаешь, стабильная? Я думаю, что 600-650, наверное, Ну то есть у нас но есть час можно- 400 сил и 4 секунды. да, А когда будет 600 сил, будет 6 секунд. да. Да, вроде правильно мы все делаем. Отлично. Вообще, теоретически, я думаю, что этот конфиг до 850 сил должен переваривать, может даже и больше. Но нужно ли, это Самый все прикол, зависит от ресурса. когда варили раму на антигелик, дядя Ваня, он делал супер злую раму. Я говорил, дядя Ваня, зачем там стоковый Z? Говорит, я знаю, что ты потом захочешь 1000 сил. И в итоге, что ты мне сейчас говоришь, что уже до 800, то есть в принципе Джаггер Гараж уже тогда выдавлял, что клиент стрёмный, надо варить сразу под косарь. И в итоге это было правда. Значит, что у нас есть? У нас есть на самом деле все. У нас что остается от родного мотора? Блок, головы, распредвалы Шестеренки и все. и все, да? Поршни делались под заказ, именно в те размеры, которые у нас есть. Что мы имеем? Мы имеем новые пальцы усиленные. Мы имеем комплект всех шпилек, которые только нужны будут на мотор. Это шпильки ГБЦ, вот они, шпильки головок вместе с гайками. Шатуны у нас уже с РПшными шпильками идут в комплекте. Шатуны, естественно, H-образные. И турбы, которые у нас еще пока нет. Турбина, которую мне звонили неделю назад, сказали, что она вот-вот уже завтра. Это с весны, да. 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 Все, мы продолжаем. Это та самая турбина. Она еще у нас, да. Да. И самое, что долгое мы ждали, это ждали шпильки ГБЦ. Мы же еще ждали мозг. Или нет? Кстати, Дима, да, должен был что-то... Я уточню этот момент. Но мозг на... До встречи через год. 75 years later. В общем, все ясно. Значит, к лету у нас что-то будет. Ну, естественно, еще будем серии будем рассказывать по конфигу. И в итоге, когда здесь уже появится машина, она тебе тоже будет нужна, чтобы все это скомпоновать, как обычно, Нам варить. сейчас самое главное, мы сейчас разбираем, достаем блок, мы его отдаем на промерку, отдаем на хон, чтобы нам сделали зазоры нужные. Погоди, нам. здесь заводской хон. Заводской хон. Так. Но нам нужны увеличенные зазоры. Угу. Вот, потому что те зазоры, которые идут в штате, на штатной поршневой, Так. они нас не устроят. Потому что будет немного теплее. будет немного теплее. Ну или ты же к лету хочешь. Да, я люблю тепло. Будет чуть теплее. И как... В УАЗике сейчас, чтобы ты понимал, когда ты едешь летом в салоне, 50 градусов. Отлично. Тепловизором Кондиционер смотреть. надо подсечь. Таких моторов ты еще не строил. Нет. Ты любишь GZ. В основном GZ. Полный постоянно отваливается, короче. Согласен. Вот на коне, вот тебе, вот этот мотор, понимаешь, он просто вот упал. И вот сейчас вот он на одной голове, он сейчас уедет, если мы его заведем. Проблем не будет, это не ваши вот эти вот. Да. Вполне себе поедет. 140 сил в нем как бы половинка. Вторую часть можно как просто пневмо. Это на компрессор, на тормоза пойдет. Да, все будет в порядке. В общем, так что я думаю, что с этим будет все лучше. Это только в этих сериях мотор, потому что потом еще будет для нашего разгона до 100. Если, напоминаю, мы едем в погоне за Lamborghini, нам понадобится время 3,7-3,6 до сотни. Учитывая, что мы сейчас близко к 4, вроде осталось немного, но это кажется. Но помимо мотора будет еще одно техническое решение, интересное, которое я не встречал, но это уже в следующих сериях. Приятная особенность, что мотор нам достался в ультра свежем состоянии. Прям заводской хон. Все чистенькое. Ни песчинки, ни соринки, ничего. То есть, ну, я не знаю, мы, по-моему, когда Мажесту покупали, у нее пробег был типа 120, по-моему, или что-то.
Но по этому мотору даже не скажешь, прям выглядит супер свежим. Значит, успех неизбежен. Но при этом, получается, долго мы сейчас у Дэна не задерживаемся, потому что блок надо точить, как и говорили ранее. Соответственно, сейчас он уезжает в Росточку, где он будет находиться. Неплохо. Неделю, Rush Racing — это вот спокойствие, понимаете? Причем оно нужно клиенту. У Дэна его, отродясь, безграничный запас, а клиент должен понимать, что блок будет находиться, это самое главное, он известен где. Но нас это абсолютно на самом деле не беспокоит, потому что сроки учтены, именно поэтому мы здесь в феврале, а не как обычно спортсмены, да, когда приезжают, за 2 дня до этапа? Да. Вот поэтому нам нужно засесть сюда немножко раньше. Соответственно, да, все, у нас фора огромная. Но двигатель — это не единственное, что повезет нас вперед быстрее, потому что этому двигателю нужно нормальное шасси, которым уже сейчас мы там на УАЗике начали заниматься. Но, господа, дело не только в моторе. Чтобы стать быстрее, нужно стать еще и крепче, сильнее, мощнее, самое главное, устойчивее. Помните нашу серию с Вестой, в которой мы купили автомобиль? Вначале он ехал, по-моему, что-то типа там 9,7 или около 10, и мы ничего не делали с двигателем, а просто поставили подвесочку получше. И машина поехала, по-моему, у нас тогда что-то 8,9 или 9, да? Не помнишь? Ну, короче, она стала быстрее или на полсекунды, или на целую секунду. Это дико удивляло. Соответственно, что же может быть, если сделать грамотную подвеску на УАЗике? Если сейчас он едет 4,2, если мы даже скинем 0,2, это будет блестяще. И дело даже не в этом, а дело в том, что нам просто нужно быть устойчивее, чтобы его меньше разворачивало, меньше кренило, чтобы, хотя и зрелищно, но по факту он не должен вставать на задние колеса на старте, еще очень много чего. Вариантов каких? Подбирать нужную подвеску. Напомню вам, до этого в стоке у нас стоит здесь маджестовские пневмобаллоны. Тут гидравлический амортизатор, снаружи которая опоясывается баллоном. Вот он там внутри, вот эта его металлическая рубашка закрывает, там внутри обычный резиновый рукав. Все это настраиваемое по высоте, все это довольно комфортное, мягкое. Есть проблема, что при нашей мощности мягкость нам уже никак не подойдет. И здесь у нас есть вариант или покупать много разных амортизаторов, подбирать их по жесткости, пружины, все это настраивать, или купить сразу готовое решение. То есть это винтовая настраиваемая подвеска. Да, хорошие подвески стоят по 300-400 тысяч, мы это знаем, но мы купили за 60, просто чтобы настроиться и понять, в чем причина изначально. То есть если мы, допустим, загоним их в самое жесткое положение, да, опустим ниже нижнего, а машина все равно будет очень плохо рулиться, ее будет разворачивать и заносить, значит, проблема уже конкретно в конфигурации рычагов. Но пока что мы настроим аморты и пружины. Без этого нам быстрее никак не стать. There's something in the air. There's something in the air.
Кстати, да, вот здесь мог быть ваш редуктор, если бы вы выставили его на Авито, но вы этого не сделали, поэтому упустили очевидную выгоду. Да-да-да, потому что оказалось это сложным, но тем не менее, любой спортивный автомобиль имеет в своем арсенале задний самоблок, потому что, чтобы задние колеса под такой мощностью не проскальзывали, а проскальзывать они могут даже по суху, потому что мощности очень много. У нас был свободный задний дифференциал, просто муфта полного привода спереди, посередине, вернее, и спереди также свободный дифференциал. Поэтому хотя бы назад мы еще закидываем самоблок, он будет торсоновский, он будет тоже не пойми от чего. В общем, по-моему, это кит, благо их очень много оказалось, передаточными числами нашими есть. Так что сейчас сюда еще залетает самоблок, что сделает старт еще более уверенный. То есть, если одно колесо будет пытаться буксовать, то второе, по крайней мере, будет пытаться этому сопротивляться через блокировку. Меньше вероятности заноса на старте, больше отдачи прямо в асфальт, еще быстрее до сотни. Уф, уф. То есть сзади вообще все нарядненько. Спереди мы получаем косяк из-за того, что колеса домиком стоят, потому что слишком низкая подвеска. Мы уже по рычагам так низко не можем ехать, надо нам подниматься. А насколько нам нужно подниматься в сантиметрах, вот так из своего опыта? Опытным путем. Невозможно сказать, да? Угу. Ну, нам надо пару сантов поднять. В идеале на развале как-то пробовать это крутить. Так же. Угу. Я понял. Ну, короче, в любом случае, главное, что у нас есть схождение, что колеса стоят ровно, вести ее никуда в сторону не будет, да? Ну, а спереди домик, это понятно какая-то, по поведению. Ну, пятно контакта поменьше. Да, ну и поведение будет, соответственно, в поворот заходишь, соответственно, здесь пятно больше, он начал вкручиваться в поворот, ну, типа, больше кольцевой. В общем, ясно. Слушай, спасибо огромное. Потому что часто, знаешь, приезжаешь, да у вас тут, да там, мы не знаем. Что это такое, мы не знаем, что это такое. Да, самое главное, ребят, что это все гараж 13. Где эта машинка начинала делаться, там она сегодня и присутствует, по крайней мере, в конце этой серии. Получили, что настроенная новая жесткая подвеска, условно настроенная, надо ее будет чуть донастроить по высоте морды. Максимальное значение по мощности двигателя, которое расти не будет, а значит в следующей серии, ребята, мы с вами находим место, ищем зацеп и меряем окончательно самый быстрый разгон, который только можно получить на УАЗике с 400-сильным турбо-УЗ. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию, огромной вам удачи и пока!